Дамы и господа, приветствую, с вами Сэр Холмс, продолжаю прохождение Morrowind Tamriel Rebuild. Нахожусь на плантации Хоран, владение Хлалу на континенте, регион Антирин. Моя цель добраться до Алмастира, который где-то там. Но прежде я хотел бы отправиться вот в этот сторожевой пост, или что это? Выглядит интересно и хочется туда пробраться. Вот, вечереет, но тем не менее, черт с ним. Возможно, как раз это и окажется местом, где я заночую. Издалека непонятно, то ли это действительно аванпост, то ли это доэдрическое святилище какое-то. Но сейчас я это и выясню. Посмотрим, что тут у нас. Очень крутой подъем. Не удается залезть. Видимо, опять же, без левитации тут не обойтись. Ну, возможно, мне удастся все-таки запрыгнуть сюда. Так. Почти, кстати, удается. Не хочется абьюзить левитацию лишний раз. Ладно. Придется. Это похоже на древнюю данмерскую, на самом деле, архитектуру. Руины Даннак Эфел близ Каморы выглядели примерно так же. Но мы здесь видим Кланфира. Это значит, что это место оккупировано Деэдра, да, похоже? Кланфир. Ты помер, но ты со мной говоришь? Так, что ли? Человеческая плоть. Ты пришел в тур Джулан, чтобы наполнить мое пузико. Посетители — это не еда, но ты пахнешь так сладко. Тур Джулан. Гаргренат сказал мне, посетители не еда. Что принести тебя на кухню, но ты пахнешь так хорошо. Дай мне тебя попробовать. А, еще один? Да ну вас. Вот это меня тут приветствие я нашел. Сердце Деэдра. Надо бы сварить из вас уже зелье. У меня много коммуники, много солей всяких. Еще там какие-то ягоды, которые обладают эффектом. Вау, ну тут вообще шикарно. Да, смотрите. Таких в сумерках еще. Кто-то резко выключился. А, это у меня кончился кошачий глаз. В сумерках тут даже по-своему прекрасно. Смотрите, вот плантация как отсюда. Какой вид открывается. Неон Алмастир. Там старый Бенгард виднеется. Ну, это, конечно, что вообще за место? Надо исследовать. И там что-то похоже. А тут что-то осталось, может? Интересненько, интересненько. То есть это вообще похоже на двемерскую уже архитектуру. Ладно, я таки хочу вернуться сюда. Эта дорога ведет куда-то еще, похоже. Я сначала здесь исследую все. Осмотрю. Да, и думал, пора бы мне сварить действительно зелье восстановления маны. Хотя бы одно пока что. Сердце Деэдра возьму и какие-то тут ягодки у меня были. Вот, вроде эти. Белладонна. Так, или что? Соли пустоты? Или коммуника? Что больше весит? Не столь важно. Ладно, давай ягодки белладонны. Скоро это зелье пойдет в дело. 7 на 20. Ну да, это все-таки у меня менее мощные, чем суперские стоковые зелья.
Кланферы набросились на меня. Посетители не еда. Ну, вероятно, я здесь найду кого-то дружелюбного. Ну, хотя бы того, с кем я смогу... О, это не интерьер даже. О, скампы водят хоровод, смотри. Вот Дедра, по-моему, самые неоднозначные создания в этой игре. Никогда не знаешь, нападут они на тебя или решат поговорить сначала. Что ты такое? Турист? Оставь нас в покое, человечишка. Мэнлинг. Так, кстати, Готрик называл Феликса в одноименной повести по миру Warhammer Fantasy Battles. Кто ты думаешь, ты есть? Просто гуляешь по этому месту, вообще-то не рассказывай, мне без разницы. Так, надо бы закрыть дверь, чтобы вы не разбрелись тут. Он пошел уже куда-то, смотрите, а. Коротышка Скамп. А, великолепный турист. Ха. Да, не любят здесь туристов. Что не так с твоим лицом? Никогда не видел говорящего Скампа ранее? Да ты не представляешь, через что я прошел. Я прошел через пищевод Кланфера полностью, вылез с другой стороны города. Интересная местность, непонятно. Что это там такое? Так, ну ладно. Предположим, я хочу сначала сюда. О, там уже Дедра посерьезнее, чем Скампы. Этим путем, наверное, можно пройти дальше. На север. А пока что... Я, пожалуй, схожу, посмотрю, что там. Что это все-таки такое тут? Просто камни или... Это проход куда-то здесь. Так, а вот эти вот жучки, они нападают. Яд-групп какой-то. Из него смола падает. Ну, восстановление здоровья у него свойство неплохо. Камень душ без него стоит дороже, чем с ним. Типа я его испортил, да, как будто. Я вот думаю, может мне использовать вот этот вот камень душ. О, да, это, мне кажется, знак. Чё его таскать? Да, я понимаю, что это иррационально, но... Да, это просто камни. Я, по сути, здесь ничего интересного не вижу, кроме усыпальницы, которых я пока хочу избегать. Да, это усыпальница. Без скальных наездников никуда. Ладно, надо вернуться к нашим руинам. Статуи красивые. Вообще живописное довольно место, но... Тут, похоже, без левитации тоже не обойдешься особо. Да? Да. Ладно. Полетели. Кстати, у меня, может, есть... Да, у меня есть зелье, надо его тоже использовать. Что оно место занимает только в инвентаре. Как вы вообще нас, людей, терпите тут? Джулка. Классное имя. Ну что ж, приветик, органианин.
Это здесь в поисках сокровищ. Для поиска всяких спрятанных мест в этих руинах. У меня есть кое-что, что может тебе понравиться. И ты можешь забрать эту вещь, если взамен вернешь мою особую черную розу. Это особый цветок из садов лунной тени, Moon Shadow. Один из скампов сбежал с ним. Посмотри внизу, в этом корт-ярд, не знаю, во дворе, короче. Ладно, это можно. О, это кто? Даже не знаю. Не знаю, кто так выглядит из Даэдра. Холд черной руки. Так, ну я бы сначала, раз уж так у нас тут дело пошло. Вау, как я заскользил-то вниз. Привет, скамп. Проклятый турист. Черную розу не видал? Я ничего не видел. По-любому мелкий скамп. Отвали, человечишка. Не смотри на меня. Другой скамп ее взял. По-любому ты. Ты не видишь, что я занят? А о чем ты говоришь? Конечно, они не признаются никто. Отвали, мешок с костями. Поговори с коротышкой. Я не вор. Проверь коротышку. Ну, блин. А как? У него своровать тоже ее. Не получится, наверное. Ну, блин, что, убивать его, что ли, придется? Черти. Ну, действительно, я же вынужден буду применить насилие сейчас. О, это что? Необычно, таких не видел еще грибочков. Так, ладно, надо скампа валить. Эти ничего не скажут мне нового, да? Может быть, он ее где-то спрятал, но наверняка же. Кстати, тут можно и без левитации. О, еще один скамп. Ты тут живешь? Это что? Это... Гирик ногам, который не убежал. В ловушке. Бедный скамп в ловушке. Ты меня спасешь? Но дверь же уже открыта. Да не в дверях дело. Это место. Я в ловушке, я не могу возвратиться домой. Ты меня освободишь? Ладно, а что делать? Освободи скампа с кровью и сталью. Так это делается, да? Возвращайся к себе в Обливион. Ладно, я пока не хочу все кровопролитием решать исключительно. Не буду торопиться его убивать, поговорю тут с обитателями, поизучаю окружение, да, и тут можно было без левитации обойтись, однозначно, да. Метнавилл Джун, классные имена у вас, конечно. Добро пожаловать, житель поверхности или житель земли, наверное. Это Турджулан.
А ты здесь, чтобы посетить призраков дома Андатрил? Или развлечь Даэдра? Эти знаменитые руины наше владение, житель Земли. Так было на протяжении десятилетий. Их нам дали Индарил из дома Андатрил, когда они покинули это место. Местные оставили нас в покое, в общем-то. Ты можешь изучать все здесь, но будь предупрежден, что местные Даэдра, она вроде как говорит, что они нормально отнесутся к твоему присутствию. Почему предупрежден? Ладно. Так, это дом. Все, что от них осталось, лежит в пересечении крыльев, Crossing of Wings. У них не так уж много посетителей. Ладно, Даэдра. А мы правим этим местом, житель Земли. Мои сестры и я содержим скампов в повиновении и присматриваем, чтобы огни горели. Некоторые другие сделали их дома глубже в руинах. Но будь предупрежден, что они могут не очень-то добродушно отнестись к своему присутствию. Ну вот, это уже похоже на правду. Некоторые довольно враждебны. И некоторые из нас, малое число, все еще привязаны охранять особые зоны конкретные этих руин. Пактом, который привел нас сюда. Ничего себе, блин. Как все сложно. Плачущая вуаль, это вуаль. Тоже ни разу не видел еще такого растения. Но по свойствам оно не очень интересное, весит целый фунт. Такое ощущение, что вот эти грибы какие-то баганутые. То есть я еще ни в одном... А, вот, не, нормально. Перышко. Не очень интересно. Вот, пересечение крыльев. Это сюда. Ну что ж. О. Это, видимо, призрак бывших хозяев, да? Бывшего хозяина. Так, надо еще сварить зельюшка скоро, а то скоро. Мана снова кончится. А ты же не против, наверное, если я тут пошарюсь? А? Ты же все равно призрак. Арин Андатрил. А чё ж ты неупокоенный ты такой? Что там по поводу садов? Уже так долго, много времени прошло. Мы остаемся. Мы по-прежнему здесь. Дом Хлалу. Покс какой-то в желтой партии. Не понимаю, о чем ты. Там Индарил. Владеет садами. Владеет садом, который называется Рездайн. Так что ли? Турчулан. Потерян. Потерян для нас этот сад. Ну, ты же не против, да? Ты же не против? Ничего нет. Зал правосудия. Звучит грозно. Гоя. Гою можно будет и использовать.
Римская карта Антрина, это я видел. Земли Индарил, северо-запад. Северо-запад. Ага. Ну, тут я и так все уже наизусть знаю. Так, что здесь? Эксегесис, какой-то легальный эксегесис. Этот индарильский легальный документ обсуждает, интерпретирует и оправдывает прежнее правительство. Что-то такое. Эдикт. Этот индарильский документ записывает какое-то легальное заявление, прокламацию. Вердикты суда. Коллекция юридических решений местного суда, идущие назад на несколько лет. Здесь пусто. Клерикальные записи клериков. Записи индарильской бюрократии и сделки с большим количеством деталей. Так. Ладно. Там просто вроде какие-то тубы. Уйди, чужестранец. Мы тебе не рады. У меня здесь... У меня нет ничего для тебя. Дом Андатрил. Они вернутся. Запомни мои слова. Дом Хлала. Не говори о враге здесь. О враге. Дом Андарил. Законы. Законы вечные. Ну, то есть... У меня сейчас пришла мысль, может быть, они были таким же великим домом, дом Андатрил. Кто-то что-то знает об этом доме? Я впервые слышу. Закон неизменен. Сундук. Две монеты. Мне интересно. Ну, вы вообще, конечно, тут серьезно это все выглядит у вас. Что-то тут какие-то великие дела происходили, похоже, а? Ждущая дверь. Люк. Ну, я пока что в самые низы-то лезть не буду. Я еще поговорю со всеми тут. Бумаги, бумаги. Подожди, что? Ой. Теперь ты получишь это, что ты такое, он сказал. Ну, блин. И чё вы на меня нападаете? Что я вам сделал? Так хорошо началось все. О, еще и... А? Пустите, я застрял. Где Гойя? Так, надо сначала маленьких убить. Да ну вас к черту, ну что началось-то? А, кстати, свитки надо использовать всякие. Ну, где там свитки огня самые прикольные? Урон холодом это не то. О. Так, а скампы на моей стороне, мне интересно. Блин, уже точно не на моей. Ай-яй-яй. Боже мой. О, он не может пройти. Я перегружен. Кто на меня скастовал? Что? Повредить. Короче, силу мне повредили. Черти. Еще печально, что... Прям хоть отзыв делай. О, вот хороший свиток. Warrior's Blessing. То, что нужно сейчас. Да опять, ну.
Ладно. Идите сюда все. Черти. Да, они непросты. А что с моим оружием? Боже мой. Что они делают? Это жесть. Ладно. У меня больше свитков, мне кажется, на урона холодом. На! Жесть, они все мне ломают просто. Вот так вот, поглощение заклинаний. Укрепить силу воли. Что еще можно? Щит не сработает здесь. У меня сила 0 просто. Ловкость 0. Боже, это когда-нибудь кончится? Наверное, никогда. Так, чем я еще могу? Холод, наверное, не сработает, но... Блин, я сейчас сожалею, что у меня мало атакующей магии. Пояс. Так-то можно свалить отсюда. Ладно, давайте по порядку. Чем можно их еще бахнуть? Не торопясь, успокой. Ну, холод, ладно. Вероятно. Ну, дешевый свиток. А, он был на касание, да? Блин. Чем еще я могу? Вот, ты зря ко мне подлетел. У меня еще осталось кое-что в запасе. О, еще вся стамина куда-то ушла. Повредить привлекательность. Я не думаю, что большой смысл в этом будет. О! Такие крутые свитки расходовать на этих придурков. Так, еще -1 придурок. Че, последний остался, да? Ладно, теперь мне надо придумать, что с этим делать всем. Надо восстановить силу как-то. Что по зельям? Ладно, по порядку. Что по... Это я ничего не могу, да, носить? Это все сломано. Укрепить атаку. Восстановить здоровье. Ну, это на... Это мне не интересно. Так. Щит мне не доломали, к счастью. Амулет левитации. Так. Ну, конечно, я нашел местечко. Так, ладно, по зельям теперь пошли. Восстановить ловкость. Я как раз до 0 повредили ее. Так, дальше. Восстановить. Ну, у меня силу и ловкость только нужно.
пошли уже всякие. Ну вот, есть свиток восстановления тела. Так, хоть что-то. Классные свитки. Взгляд Магнуса. Да, я ману восстановил, похоже, себя вот этим заклинанием. Что там? Что там у меня было? Да, и теперь проблема. Теперь я ничего не смогу сделать. Никак восстановить это все не получится. Поэтому надо облегчаться как-то. Так, что я хочу? Танта, я возьму его, потому что это оружие сломано. Это оружие тяжелее, чем Танто. Лук сломан. Все стрелы можно убрать. Смело. Этот посох тоже. Такие разноцветные стрелы, да? Красиво. Стеклянная кираса. Потом тяжелая перчатка. Ну и ладно, остальное можно оставить. Я могу двигаться снова. Ух. В них даже ничего интересного нет. Не достать. Правила сюда, заключение сюда. Записи сюда или что это? Ну вот, как отсюда выйти теперь? Я без понятия. Наверное, надо было сначала об этом подумать. А как отсюда я буду выходить? Потому что у меня есть подозрение, что никак я отсюда не выйду теперь. Как бы это печально ни было. Да, резня, конечно, веселая была, но... Ладно, транскрипция. Этот документ записывает процедуры судебных заседаний, множество благословений, священных воззваний и других аннотаций, написанных на стороне главной транскрипции. Непонятно. Вердикты суда. Это вердикты, сделанные правящим благородным лордом касательно каких-то крупных преступлений, убийств, краж, арсонов, не знаю, что это, и так далее. Каждый документ... О, все уже, голова не думает. Поддержан. Эксцерпт. Без понятия, что это такое. Какими, ну, скажем, подписями имперского закона, написанных одним из гильдии, из легальных шрифтов гильдии адвокатов. Я, кстати, там был. Работал на них даже. Блин. Ну это ж несерьезно. Ладно, похоже, надо загружаться. Я такой, что не против, в общем-то. На! О, ничего себе, совсем почти не повредило.
видимо, задело только по касательной, так сказать. Осколками, так сказать. Да, ну и похоже, надо загружаться, действительно, потому что... Ну, можно сделать отдельный сейф. Не знаю. Как-то так. Сейф этой забавной ситуации. Потому что, ну, я не вижу выхода. Не, можно, конечно, воспользоваться отзывом. Но я тогда потерял свое все снаряжение, получается. А вон там главный судья у них. А? Дал разрешение входить сюда. Уйди. А, все, опять согрелись, да? Да иди ты в пень! Да не... О, нет, о, нет. Идите в пень. Горе преследует тебя. Разграбляющий могилы недруг. Ты не знаешь, кто мы? Это священное место. Иди отсюда. Да иди ты сам отсюда. Ненормальные, блин. Вы чё, вы сами кем себя возомнили, скажите мне? Вы все мертвы давно, хватит, уже былую славу не вернуть, придурки. Да, они повредили мне выносливость, повредили. Ну, черти же. Запас сил теперь страдает, да, значит? Так, книга проходов, пассинг. Так, второй. Ондрес. Так, тут же двое было, чё? Где останки второго? Что, испарились? Ладно, не думаю, что там что-то было. Шкура Алита, тем не менее, валяется. Так. Я почитаю, надо сначала разобраться с моими недругами. Странное место, не находите? Черт! Так, вот так и стой, так и стой. Так, Hellfire где? Где Hellfire мой? На! Вот это ему прилетело, да? Так, теперь... Надо еще какие-нибудь. Вот Elemental Burst. Ну, эти все рассыпались. Хорошо, застрял. О, это ничего себе в меня летит. Черти. Они там с кампов судят, во. Я понял. Так, хорошо, что ты застрял, дружище. Вот так-то куда лучше, куда удобней. Так, яд на него не подействует, само собой. Так, это, вероятно, тоже шок. Вот шок может подействовать. Действует. По-моему, эти все равно до меня не долетают, спеллы их. Развалился, придурок. Так-то. Меньший камень душ. Вот этих только эктоплазма остается.
Ну? Кто? О, черт. Это будет жестко, наверное. Эй. Ну да, скамп не враждебен, как я и предполагал. А, когда я убил главного, остальные все тоже отъехали, да? Ну, понятно. Ладно, я выяснил, что здесь ничего интересного нет. Но когда я сюда зашел, тем не менее... Accused, это, наверное, осужденный. Эх, жалко, что мой английский не идеален. Да, барьер не появился, в общем, вот что я хотел сказать, когда я туда вошел. Сейчас. О. Герой Индарил. Правда, Индарильский чего-то там. Карта священных земель. Ничего тут нет по факту. Клятва кого-то там. Ну, это стишки. Угу. Но это все какие-то такие, по большей части. Альтмерский гайд. Законодательные, так сказать, тексты какие-то. Местечко, конечно. Вот ведь занесло меня, да? Так, ладно, осталось почитать эту штуку. Даэдра, нежить вообще. Ну, нездоровая атмосфера, опять же. Так, что тут? Так, книга индарильских каких-то проходов через двери горизонта. Все судьбы умрут, но принимаемые пути, их не так уж много. Великий дом Индарил всегда будет держать стандарты хорошей смерти. Они записаны здесь. Огонь. О, Индарил Кхалаана, который зарубежные легионы называют Старый Бенгард или Старый Бенгард, искупались в священных маслах и вступили в великие огни. Ветер унес их пепел в некром, что говорит нам, что они умерли с честью. Я бы так не сказал про халаанцев. Ха! Сон. Святой Делин умер в его сне во время пилигримства. Нет никакого позора в тишине и спокойствии, наверное, Сиренити вроде бы. Из его записок его слуг мы узнали, что он хорошо умер. Битва. Лорд Даром из Альмалексии умер в единоборстве с Мирунесом Дагоном. Дагон надрубил его голову, его руки, ноги, леги. Ай, все, уже каша в голове. Тем не менее, лицо лорда Дарома не дрогнуло и не впало в страдальческое выражение, видимо. Нет никакого стыда умереть в боли. Войны домов. Индарил западного Атрина были помечены за смерть, и один за одним они были мучениками. И помучились, короче. Это несет наследие чести, которую они принесли в дом за свою жизнь. Ни один не стоящий мир никогда не исчез от ассасинского клинка. Ладно. Самоубийство. После того, как лорд Неривар умер от его ран, его щитоносец, не знаю, оруженосец Аландо
Ландро Сул. Принес его тело в комнату со свечами. Одел его в церемониальные робы и очертил... нет, кричал слезные призывы, скажем. Он, должно быть, пронзил свою собственную печень благословленным клинком. Это не будет считаться смертью предателя. Это consolation, не знаю, чтобы знать, что далеко великий мир, как ты, умер прежде тебя. Они смотрели вперед. Пусть все, кто умирают, смотрят вперед. Или присматривать за ними, черт его знает. А как сюда-то попасть, вы мне скажите? Что нажать? Ну, на самом деле схватка прошла куда успешнее вторая уже, потому что никаких даже поврежденных атрибутов не осталось. Лишайник всюду растет. Но у меня есть мысль, что, возможно, какие-то в будущем квесты меня сюда приведут. Потому что пока черт знает. Скамп так и бегает в шоке от происходящего. Суд сорвал я, видимо, этим ребятам над Скампом. Бедный Скамп. Я всех убил. Твоих родичей. Ну и местечко, конечно. Давно такого трэша не было в моих приключениях. Окей, дальше. Что здесь? Холл черной руки. Мне не нравятся эти звуки. Хитиновая стрела, хитиновый короткий лук. Это какой-то... вентиль, но я не могу с ним ничего сделать. Есть люк. Есть люк наверх. Твою мать! Я ошибся горячими клавишами. Так, щит на мне, на мне. Тридре. Не ожидал встретить их снова. Ткань. 10 монет, хорошо, пойдет. Это мне пригодится. Хоть чуть-чуть починить снарягу. У вас паук завелся тут. Я вас избавил от него. Заблокировано. Хорошо. Меньше мучений. Да боже мой. Это матриарх, да? Умри! 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 Затыкивай, затыкивай! О! Фу. Нет маны. Это просто дом Дридреа был, да? Жесть. А кто тут дротики метал? Паучиха, что ли, это? Будем думать, это осталось с прежних времен. Да, великолепно. Самые бестолковые зелья всех, что я видел. Да, награда ни о чем, но зато поспать можно здесь. Какая здоровая тварь. Ой, ничего себе, куда я вышел. Замечательная дверь в никуда.
Добро пожаловать. Так, и... По-моему, это все. Да. Ну что ж, друзья, лайки, подписки на этом хватит на сегодня. Надо все-таки выяснить, кто из кампов спер Розу. А, ну, кстати, подождите, давайте не все. Я поговорю с ней. Я еще не нашел. Так, если напишешь цветок, я тебе не дам. Я не такая. Я не такая. Проверь с кампов. Хорошенько их там встряхни, возможно, они тебе отдадут. Ну, убей их, если потребуется. Просто принеси мне мою Розу. Ладно, в следующей серии буду тебе Розу возвращать. Похоже, реально придется их убить там всех к черту. Вот, с вами был Сэр Холмс, Morrowind Tamriel Rebuild. Спасибо за просмотр и за внимание. До встречи в следующем эпизоде.